Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша сексуальность глазами женщин. Насколько привлекательным именно в сексуальном плане вы являетесь для женщин? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, какой вы чувственный товарищ. А вот только закрываетесь, пытаетесь закрыться, да? Смотрите, вы настолько изголодались и соскучились по любви. У кого-то здесь проигрывается, что вы за интимом соскучились. Здесь может проиграться даже, знаете, такое довольно длительное воздержание. Здесь большой такой перебор в женщинах. Я имею в виду, что очень сильно перебираете, потому что есть разочарование в жизни, есть боль, которая была связана именно с женщиной, с чувствами. Поэтому вы теперь для себя решили, что все, я больше никому не позволю себя обижать. Вот как раньше уже не будет. Я никому не позволю сесть себе на шею, там, манипулировать и так далее. Вам очень хочется того самого, знаете, вот семейного комфорта, что ли. Вот именно атмосфера, когда все дома, да, вот когда семья, когда все счастливы, вот вам этого очень не хватает. Сказать, что вы, прям безумно стараетесь с кем-то познакомиться, я не могу. Вот скорее как-то вы плывете по течению, да, но вы и не сопротивляетесь. Вот как-то все ровно, спокойно, да, но если попадается женщина, встречается на вашем жизненном пути, вы, в принципе, не против и пофлиртовать, вы не против пообщаться. Вы, конечно же, будете присматриваться, прежде чем вступить в отношения, потому что, обжигались, да, как говорится. Далее, вы такой человек, который очень любит животных. Причем может даже у некоторых проиграться, что вы, может быть, мечтали о домике в деревне. Даже, может быть, я не знаю, там свое хозяйство, вот ферму какую-то, но это так, в плане мечтаний. Очень нравится вам, может быть, даже копаться в огороде, нравится вот именно сама атмосфера частного дома. У кого-то это дача, может быть, да, вы с удовольствием, допустим, на даче можете работать, с удовольствием отдыхать, с удовольствием шашлыки те же жарить, да, то есть вот тянет вас именно не в высотки какие-то, да, а вот именно домик, когда это все свое, когда домик в деревне, когда это дача. Вы, кстати, можете элементарно мечтать о даче. Просто либо же денег не хватает купить, да, либо же еще какие-то моменты, которые, по какой-то причине не позволяют вам сейчас обзавестись этим домиком. Далее, вы человек, которого довольно сложно обмануть. Помимо того, что у вас очень неплохо развита интуиция, вы, вообще такой по справедливости стараетесь жить. Вы и сами к себе очень требовательный человек и очень требовательный к другим людям. Это касается абсолютно разной сферы. Это и в отношениях, так, и на работе, где бы вы ни были, порядок, пунктуальность, да, вот постоянство. То есть вы не приемлете, когда человек «хочу опаздываю, хочу не опаздываю», да, вот что хочу, то и делаю, хочу мусорю, хочу не убираю, хочу убираю. То есть вы такого терпеть не будете. Поэтому вот вы даже выбираете женщину, она должна быть чистоплотная, это 100%. Она должна быть аккуратистка, она должна быть хорошая хозяйка. Вот если кушать, вы можете и сами, допустим, приготовить. Вы довольно неплохо готовите, вы неплохой повар. То вот что касательно именно чистоплотности, это 100%. Вы никогда не будете с неряшливой женщиной. Причем для вас не важно, даже я вам скажу, что вот какой статус у женщины. Она, главное, должна быть, знаете, вот просто по-человечески привлекательной, доброй, душевной, да. Вам хочется женщины, которая
ну, сможет, ну, действительно вас чем-то покорить, вот, удивить, потому что, в принципе, вы уже много чего насмотрелись в своей жизни, вас уже чем-то удивить очень и очень сложно. Поэтому хочется удивляться, удивляться по-хорошему, да? Но пока я не вижу такой женщины, которая могла бы вот вас так прям покорить, да, вот чтобы ёкнуло, чтобы, ну так, вау, прям, ну эффект вау пока у вас не было. Давайте-ка будем разбираться дальше. Что же еще мне о вас поведают карты? Вы такой работяга. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вы можете впахивать за десятерых, если того будет нужно, ну тем более, если это выгодно. Вы всегда пойдете на уступки, если вот с вами по-хорошему. Если вас просто по-человечески, да, по-хорошему попросить там о помощи, либо там выйди за меня, подмени меня, да, помоги в чем-то, вы с удовольствием сделаете. Когда же на вас начинают давить, когда же начинают, допустим, показывать свою корону, как-то опускать вас, да, борзеть, вы такой человек, вы сделаете еще и наоборот. Вы можете сделать назло, просто потому что перед вами, ну, борзометр такой стоит, да. А если вот именно как раз по-хорошему, да, здесь вы горы свернете. И такой вы всегда и везде. Так было и с вашей женщиной, которая сейчас не с вами, вы сейчас один. Ну, либо же могут у кого-то проигрываться начальные отношения, какие-то такие первые шаги, да, когда вы еще не уверены, будете вы с этой женщиной, не будете. Все очень так шатко-валко, вы еще присматриваетесь. Если это начальные отношения, вы... Ну, реально, это какой-то начальный конфетно-букетный период, когда вы для себя еще не решили, что будет дальше с этой женщиной. Ограничиться коротким романом, либо же вы пойдете вместе рука об руку. Вроде бы и привлекает женщина, но как-то еще особо не ёкает. Такой момент тоже может проиграться. Далее, ну, поскольку вы у нас выпали королем кубков, да, но это говорит нам о том, что вы человек, который живет исключительно сердцем, эмоциями, душой. Вы даже порой бываете чересчур переживательный. Знаете, вот когда человек чересчур много переживает, берет близко к сердцу разные моменты, но это говорит о том, что у человека повышенный уровень тревожности. То есть вы переживаете о тех событиях, которых еще нет и которые неизвестно еще случатся ли. Но вы себя уже накрутили, вы уже ночью можете не спать, переживать и так далее. Напишите, у кого есть такой момент, ребят, потому что, ну, обычно люди, которые живут как раз вот душой, эмоциями, ну, как правило, они все очень переживательные. Я, кстати, сама такая же. Бывает, ночью не спишь, да, потом думаешь, ну, елки-палки, ну, зачем же себя накручивать? Еще этого события нету, да, а ты уже себя накрутил. Но с другой стороны, да, ну хочется сказать, ну мы же не роботы, да, ну ты не можешь себя просто отключить. Вот ты переживаешь, ну вот ты такой, да, тебе сложно от этого переключиться. Не всегда это получается, к сожалению. Итак, давайте будем смотреть все-таки, как же женщины вас воспринимают как такого героя-любовника, да, вот ваша сексуальность, насколько вы привлекательны вот именно в этом плане. Смотрите, женщины считают вас привлекательным мужчиной, с одной стороны, но с другой стороны, они вас побаиваются. А в вашей жизни были такие моменты, у кого-то, возможно, еще будут, да, когда женщины сами пытались вас добиваться. Не добивать, просто просьба не путать. А вот именно добиваться. Это могли быть ситуации, когда женщины, ну уж слишком активно флиртовали, когда бегали за вами, вот в таком плане, да. То есть вы, как сексуальный объект, очень привлекательны, да, у кого-то это внешность интересна, это может быть там, я не знаю, высокий рост, широкие плечи и так далее. Хотя, опять же, это очень спорный момент. Кому-то нравятся невысокие мужчины, кому-то нравятся там блондины, брюнеты, это такое дело.
Это дело вкуса. То есть от вас идет некая такая сексуальная притягательность, но в то же время, еще раз говорю, что-то есть в вашем облике, что женщины, ну, пугаются порой. Я думаю, даже вы сами могли некоторые ситуации такие вспомнить, когда вот вроде бы как-то начинали сближаться с новой женщиной, и почему-то она то ли исчезала, то ли она вот перед вами робеть начинала, как девочка какая-то, вот стесняться начинала, да, запинаться, заикаться, вот в таком роде. То есть, смотрите, я не могу сказать, что на вас прям все подряд женщины готовы вешаться. Нет, вас не воспринимают как мужчину, с которым можно вот чисто поразвлечься, покувыркаться. Нет. Вы притягательны сексуально, но именно для серьезных отношений. Почему женщины вас и побаиваются? Потому что женщины хотят с вами сблизиться для серьезных отношений. Но некоторые так очень-очень осторожно, боятся, может быть, даже подойти. В вашем окружении также есть женщины, которым вы симпатичны, но еще раз говорю, они по какой-то причине боятся проявиться. Вы сейчас можете с легкостью, я думаю, каждый вспомнить, либо же какую-то свою знакомую, да, там коллегу, соседку, кого угодно, которые вам строят глазки, вы это чувствуете. Вы чувствуете вот энергетику женщины, влюбленной женщины. Это всегда мужчины чувствуют, когда повышенное внимание. Когда она лишний раз просит: зайди мне, помоги, у меня там кран потек, мне там соль одолжить или еще что-то. Вы с легкостью можете это вспомнить. И в то же время вы почувствуете, что эта женщина не решается идти дальше. Она не решается еще шаг к сближению делать. Она побаивается. Вот ее фантазия заканчивается там: приди мне, помоги, там еще какие-то там, я не знаю, что-то одолжи, поднеси мне тяжелые сумки, там свози куда-то. Но вот чтобы активничать, нет. Вот вас не воспринимают как мужчину для легких отношений, еще раз говорю. Это в принципе, это очень даже хорошо. Далее, каким же еще вас воспринимают? Знаете, вот от вас реально идет вот какая-то такая любовная энергетика, энергетика страсти. Я вам скажу сейчас такие вещи, которые, может быть, вас кого-то удивят. Ну, у вас в жизни были моменты, о которых вы, возможно, даже не знаете. Барабанная дробь, пауза. Но есть такие женщины, ну, может быть, были у кого-то, да? Опять же, это среди вашего окружения, которые, глядя на вас, они, в принципе, возбуждались, вот именно в сексуальном плане. Потому что вот есть какая-то такая, вот, знаете, нотка, вот флюиды, что-то такое неуловимое от вас идет. Особенно, знаете, вот бывает, ну, такой вкусный мужской запах, когда смесь классного парфюма плюс те же сигареты, да, вот оно как-то вперемешку, так идет запах от мужчины, и ты понимаешь, что это запах сильного мужчины, это запах самца даже, я бы сказала. А самочки очень, очень чувствуют сильного самца. Поэтому вы, даже не подозревая того, вы вызываете у некоторых женщин, ну, реально возбуждение. Я думаю, бобики ваши сейчас будут спокойны, потому что я знаю, некоторых мои видео настолько так будоражат, что начинают бобики шевелиться. Ну, держите их в узде. Мы сегодня сильно их трогать не будем, потому что немножко другая тематика. Смотрите, что бы я вам посоветовала вот в таком случае. Женщины, с одной стороны, вот к вам тянутся, да? Они возбуждаются, вы очень привлекательны как мужчина для них. Но опять же, что-то есть в вашей внешности, что их останавливает. Вы можете проанализировать каждый, вот даже подойдите к зеркалу. Может быть, просто посмотрите на свое выражение лица. Вспомните, как вы общаетесь с женщинами, там, с коллегами, в магазине, с соседями. Да? Может быть, это жесткое общение.
Может быть, это какой-то серьезный такой строгий взгляд, да? Ну, то есть здесь можно, знаете, что посоветовать? Меняйте свое общение в таком случае. Становитесь то ли более открытым, да, может быть, делайте, ну так, помягче выражение лица, помягче взгляд делайте, потому что, ну, реально женщины теряются. Да, они-то возбудиться могут рядом возле вас, но на этом все и застопорится. Да, у них там будет свой потоп, они пойдут белишко поменяют, да, но от этого же ничего не поменяется. Они не будут вас атаковать. Есть женщины, которые, они могут атаковать мужчину на раз-два. Но если они чувствуют, что мужчина так, знаете, очень так строго, как ежик, какой-то взгляд такой отталкивающий, либо же строгий, они не пойдут дальше, они не будут даже флиртовать, они не будут ничего делать. Поэтому смотрите, здесь такой момент, что вы можете поработать именно над своей речью в чем-то, да, вы можете над своей внешностью поработать, да, вот над взглядом. Можете даже вот покривляться перед зеркалом, ну, какие можно сделать разные выражения лица, да, чтобы так смягчиться, особенно когда рядом женщина, ну, привлекательная для вас, скажем так. Поэтому, ну, как бы резюмируя, ребят, вы даже можете не расстраиваться, что женщины на вас не клюют, потому что я знаю, среди вас есть такие, которые опустили руки, да, вот вы мне много чего пишете, за что вам большое спасибо, но вы почему-то вот некоторые опустили руки и думаете, что все, вы никому не нужны, женщинам не нравитесь, тем более, если там возраст уже не тот. Но это совсем не так. То, что я вижу по раскладу, но это говорит совершенно об обратном. Вы нравитесь, вы возбуждаете, вы будоражите женщин. Но единственное, меняйте либо же выражение лица, взгляда, там, я не знаю, может быть, манеру общения. Просто займитесь самоанализом. Иногда это очень полезно. И та же самая пресловутая работа над ошибками, она еще никому не помешала. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!